Работа мечты как проект. Негатива хочу. Карнавал- это святое вообще. Нужно всем об этом В рассказывать. Бразилии сейчас это очень перспективное направление. Как встретить мужчину мечты? По-разному. Мы, наверное, Да? это вырежем. Марина, добрый день. Добрый день. Добрый день, привет, привет. Да, мы с тобой уже знакомы, не будем скромничать. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Мы сегодня с Мариной Чекмышевой, карьерным коучем и специалистом в сфере управления персоналом, которая в данный момент находится в Латинской Америке, а до того объездила еще несколько стран. Будем говорить и про переезд, про трудоустройство, адаптацию, собственно, больше в странах Латинской Америки, да, и вторая часть нашего диалога будет посвящена карьерным темам по тем вопросам, которые вы нам отправляли. Марин, расскажи, пожалуйста, может быть, немножко свою историю или истории, насколько это можно будет, да, открыто говорить, своих Мгм. клиентов про адаптацию, вообще какие-то нюансы важные трудоустройства в Бразилии, Аргентине, на что в первую Мгм. очередь обратить внимание, да, ну и, может быть, про свою Мгм. историю. Начни со Мгм. своей истории. Ну, давай, может быть, я немножко сначала про свою историю расскажу, Да. чтобы было понятно, да, контекст был понятен. Я а, уже успела пожить в нескольких странах, да. То есть я после университета уехала в Аргентину, где работала в международной организации, в регионе Чили, Аргентина, Уругвай. То есть я там прожила год. Это был мой первый международный опыт. После Аргентины я, уехала в Индию. Это тоже была история про управление персоналом. Я там работала в консалтинговой компании и координировала международную программу стажировок внутри компании. И после этого я вернулась в Россию. В России, начала работать в консалтинге, уже непосредственно HR-консалтинге, начала работать в PricewaterhouseCoopers в Москве. И, после 3 лет, работы в прайсах, я отвечала за, проект исследования эффективности управления персоналом. Начала отвечать за это на уровне Европы, и получилось так, что мне захотелось очень сильно вернуться в Латинскую Америку. Это была вот, зима, 2000, по-моему, 12 года, и вот это вот было холодно, и -30, и что-то очень захотелось назад в Латинскую Америку. И я начала искать Удивительно, да? возможность. Да, удивительно, почему бы это, да? Начала искать возможности. Несмотря на то, что у меня были очень интересные проекты, тоже там крупные, управление изменениями, культура, очень интересные, правда, были проекты. И я начала там всей своей сети контактов, которые у меня осталось из Латинской Америки, писать, что вот, я бы хотела там вернуться. Ну и, понятно, все такие: окей, здорово, если вернешься. Ну и как бы вот все на этом примерно. Ну, потому что, ну, чтобы привести человека из другой страны, и ему сделать визу, и вот эта вот, вся эта история, это не так просто. И нужно для этого действительно, чтобы была какая-то ценность, которую этот человек мог принести. И вот я об этом, у меня тогда был крупный проект, как раз с Даноном. Там Данон покупал Юнимилк, то есть это были очень старые времена. Вот, и я работала над этим проектом с директором из Гонконга. И вот мы с ним как-то так хорошо начали общаться, и там вот как раз у них офис находился за городом, то есть долго мы туда ехали на этой машине, делились вот этим опытом. Я там про Индию ему рассказывала, какие-то байки, про Аргентину, он мне тоже там что-то рассказывал про какие-то проекты, байки. И я тоже с ним поделилась, что вот я бы хотела назвать Латинскую Америку. И так получилось, что этот, директор потом, поехал делать какой-то проект в Бразилии и познакомился там с руководителем практики, где я была в Бразилии. И говорит мне, что вот, Марин, может быть интересный для тебя контакт. Ну и тоже, видимо, там про меня хорошо рассказал. Ну, и я написала, что вот
я такая, такая Марина, хочу к вам. И я как раз тоже участвовала в проекте Олимпийских игр в Сочи. Мы делали лидерскую программу для них. И следующие Олимпийские игры были в Рио. И я там написала такое письмо, что я вот и Олимпийские игры делала. И он мне рассказал, что вот исследования, за которые я отвечала в России и в Европе, они только-только хотят в Бразилии начать делать. Я говорю, и Олимпийские игры я делала. И вот за это исследование, которое вы только хотите начать, я отвечаю, вот, хочу к вам. Короче говоря, мне Вот очень моя нравится. ценность собой Да, несу. да, Мгм. да, вот ценность я прямо там показала, да, в этом письме. Ну, конечно, тоже там, представляете себе, сидит партнер в Бразилии, тут вдруг пишет какая-то русская вообще с другой стороны планеты. Но у меня тоже был испанский, потому что я уже жила в Аргентине, и после этого я там ходила на курсы, у меня достаточно хороший был испанский на тот момент. И все, то есть я там прошла пару интервью, и там такие были интервью, вот это вот было минус 30 или 20, в Москве было очень холодно. И я вот разговариваю с этим будущим своим боссом, и он говорит: "Ой, слушай, извини, тут шумно немножко, я тут на пляже, тут ветер дует". Я так: "Возьмите меня туда сейчас сразу". И, в общем, да, было, ну, то есть он, спрашивает: "Всё, ну, типа, хочешь к нам?" Я говорю: "Конечно, можно завтра". В общем, и вот так вот. В общем, мы с ним прошла я все интервью, все там договорились. Мне делали долго визу, правда, рабочую, полгода. Вот, но, в общем, все успешно получилось. Вот у меня была такая история. Это прям, такое, как сказать, я думаю, что пример того, как, действительно поиска, да, работы за рубежом. Почему? Потому что, вот как я говорю, у меня было много контактов людей, которые были, да, там в разных странах Латинской Америки. Но никто из них, несмотря на то, что там они мои друзья, там близкие контакты, мы вместе работали, и там у нас был хороший опыт, но никто из них мне не помог в тот момент, потому что это действительно нелегко. То есть это действительно нужно какую-то ценность принести, чтобы тебя откуда-то выписали, тебя там ждали сколько-то времени, и вопросы языка, и визы, и так далее. И вот так вот получилось. Если резюмировать, твой опыт как, ну, такой сильный, мне кажется, достаточно кейс, Мгм. желание, собственно, трудоустройства за границей, что получается? Что у тебя у самой было огромное желание туда уехать, то есть ты сама все свои ресурсы подключала, ты определила четко свою ценность, да, ну, то есть если это вообще к людям Мгм. относится, нужно определить свою ценность ключевую. И еще Мгм. важный момент, я прям записываю сейчас за тобой, что нужно всем об этом рассказывать, вот буквально всем. Потому что нетворкинг, как ни крути, все равно решает. Не близкие знакомые Мгм. не помогают, ну, потому по разным причинам. Кто-то ответственности боится, у кого-то ресурса нет, да, у кого-то времени на это нет. А вот какие-то случайные абсолютно связи могут оказаться продвигающими, Мгм. развивающими. Бразилия сейчас это очень перспективное направление, и вообще Латинская Америка, потому что, ну, тоже там в текущей ситуации там нету санкций, то есть это те страны, которые не поддержали санкции, поэтому есть возможность импорта, экспорта, товаров, услуг и так далее. То есть сейчас это очень такое направление, где много чего происходит. И, например, в этом году Россия тоже председательствует в БРИКС, да, то есть, еще больше всего будет происходить, куча там. То есть это сейчас, одно из, скажем так, самых перспективных, я бы даже сказала, направлений. То есть есть Азия, вот эта вот история про Дубай и там остальные страны, и есть Латинская Америка. Вот. Марин, так сказочно все звучит. Бразилия, нет снега, нет зимы, перспективное направление, не поддержали санкции. Ну, правда, оно Мгм. прям такое все в позитивном ключе. Мгм. А расскажи какие-нибудь, не знаю, 3-5 моментов, которые могут потенциально желающих, оттолкнуть, например, от этой идеи Мгм. Ну, переезда. это может звучить, да, там как-то сказочно, но если по фактам смотреть, то, как я говорю, мне было непросто найти работу в Латинской Америке, несмотря на то, что у меня был язык испанский. То есть в Латинской Америке люди плохо говорят по-английски. То Мгм. есть, если просто с английским туда ехать, надо прям какой-то очень супер кейс иметь, или если тебя там переведут внутри крупной международной компании, это тоже какой-то вариант. Но нужно знание испанского и португальского. Или португальского. Мгм. В Бразилии говорят на португальском, во всех остальных странах Латинской Америки на испанском. Вот. Это важно. То есть, чтобы найти работу в Латинской Америке, важно знать язык. Это факт.
Очень многие, кто сейчас находится в Аргентине, Бразилии, работают удаленно. То есть Мгм. сейчас там очень много русских, особенно вот там, где я живу. Живу в Флорианополисе, это такой город-остров, скажем так. И в Буэнос-Айресе, в Аргентине, тоже очень много русских. Они туда приезжают за гражданством фактически, да, то есть многие там, ну, там такая история, если у тебя рождается ребенок в Аргентине или в Бразилии, ты можешь в короткие сроки родители могут получить гражданство, поэтому многие туда едут. Мы, наверное, это И вырежем. многие. А? Мы, наверное, А? это вырежем. Ну хорошо. Ну, я знаю, как Я это. шучу, шучу. Ага, продолжай. Мгм. Ну да, то есть я не проматирую, просто говорю факты, да. Это как бы ничего не Русских придумываю. много. Да-да, ага. Русских много, да. И в основном эти русские, которые там, они, не знают португальский или не знают испанский. Они туда приезжают как бы только с английским, и они работают на удаленке. То есть многие, кто работает, кто они живут там, да, и работают либо на какие-то русские компании, онлайн работают, либо работают на какие-то, не знаю, там казахские, американские, кто где вообще там. Ну, там разные профили тех, кто может на удаленке работать. Вот, это тоже вариант. Найти работу удаленную и, в принципе, жить там, где захочется, там, где Как они понравится. общаются? У них какие-то диаспоры есть? Как они с миром? Ну да, у них там такая русская диаспора на севере острова. Но они по чуть-чуть кто-то учит язык, кто-то не учит, потому что даже вот история про гражданство в Бразилии нужно сдавать язык. То есть нужно, чтобы получить, нужно сдать экзамен. Мгм. Что-то, может быть, еще какие-то сильно, отличающиеся от наших культурные особенности? Что еще? Негатива М, хочу. негатив. На самом деле русские и бразильцы очень похожи. Мгм. Сами бразильцы об этом говорят, и русские, которые там живут, тоже об этом говорят. Потому что мы такие какие-то душевные, то есть и они, и мы им прям хорошо сходимся. Вот. Но в чем различие одно из основных? В том, что русские, они более прямолинейны. То есть ты, в общем-то, понятно, если там ты не нравишься человеку, если ты нравишься человеку, все на лице просто написано, да? Ну или человек тебе скажет, по крайней мере, там, Я если только что-то что идет. продемонстрировала, да, прости, перебиваю, только что продемонстрировала тебе это. Негатива хочу. Ага, да. Да, то есть, что-то идет хорошо, что-то плохо, человек скажет, что типа нет. Легко говори мы говорим нет. Ну, то Мгм. есть, если нет, то нет. Ну, не получится, то не получится. У них очень такой политез, да, они напрямую не говорят, но они друг друга понимают. То есть они это в каких-то таких намеках, плавных, фразах и вот в таком, э, ну, и они понимают друг друга, да, Мне когда нравится. Мне то нравится есть, такой подход. В да. намеках, в намеках. У них проблема с тем, чтобы говорить "нет", и с тем, чтобы давать какую-то отрицательную обратную связь или говорить, что им что-то не нравится. Ну и другая история, конечно, мы вот русские, они очень привыкли дать там "надо, значит надо". Вот эта вот фраза, да, там терпеть, вот как-то вот эта вот история. Мгм. Бразильцы- нет. Если хочется, то можно. Вот Мгм. как-то так у них. Там, ну, в Рио-де-Жанейро там уйти с работы в 5 вечера, потому что еще солнце, можно на пляж успеть. В первую очередь там отношения, наслаждение жизнью, вот у них это больше присутствует. Вот это вот тоже различие. То есть мы иногда не понимаем, для нас это непрофессионально, а для них это нормально. Это то, как, в общем-то, Мгм. жизнь работает. В чем проблема тех, кто русских, кто ищет работу, тех, кто уже живет в Бразилии? В том, что они ждут, что какие-то вот стандартные способы поиска, да, как вот я отправлю резюме свое, и меня позовут на собеседование и так далее. Такие способы редко работают на самом Так, деле. а какие Что работают? все, как я говорю, что у них, они очень, ну, как релационные ребята, то есть у них практически все через контакты. Большая часть, там 80% позиций закрываются через какие-то личные связи. То есть, и понятно, что если ты иностранец, то эти личные связи нужно налаживать. То есть, например, даже я нашла, вот как я рассказывала свою историю, я нашла работу фактически через личные связи. Мгм. Да, то есть это не так, что я там подавалась где-то там и искала. И, для этого часто у русских этих связей еще нет. Да, то есть, и поэтому, что важно, вот особенно для тех иммигрантов, которые
уже в стране, это вот как раз-таки не только тусовать вот в этой своей там диаспоре, да, тусовке, а реально учить язык, ходить на какие-то мероприятия, знакомиться с бразильцами, понимать, как работает рынок, в чем особенности. Возможно, вот об этом, это, кстати, одна из интересных стратегий, которые помогают, это получить какой-то мастерс или там какое-то образование, второе высшее или там какой-то профессиональный курс в своей сфере по повышению квалификации. Потому что это контакты, и это контакты именно вот в профессиональной области. Это кто-то, кто может тебя увидеть, да, там, как профессионала. И вот это вот очень хорошая история. Да, есть хорошие вузы в Бразилии, и в Аргентине вообще очень хорошее бесплатное образование. И иностранцы могут туда поступить тоже на бесплатный, на бесплатное обучение. Там сейчас сложная экономическая ситуация, может, получше станет, но пока в Аргентине сложно, конечно, в Бразилии гораздо лучше. Марина, наши с тобой подписчики набросали нам больше десятка интересных вопросов, связанных Мгм. с карьерой, да, с профориентацией, с карьерой, с карьерными переходами. Так или иначе, я их все свела в такие три большие блока. Это вопросы про заработок, то есть как и на чем зарабатывать. Второй блок, как найти, как реализоваться в профессии мечты. Ну и про переезд, то, что мы, собственно, уже с тобой обсудили, да, какие-то Мгм. нюансы трудоустройства, адаптации профессиональной на новом месте. Ну, про Латинскую Мгм. Америку сегодня говорили. Хочется начать таким вопросом, который таким легким переходом будет от первой части ко Мгм. второй. Какими качествами нужно обладать, чтобы выстроить успешную карьеру в международной компании и заработать на домик у моря, у океана? К тебе вопрос. Важно понимать свою ценность. И вот это вот понимание своей ценности, это, да, какая-то, кто-то это называет самоуверенностью, да, какой-то вот уверенностью в себе и так далее. Но на самом деле это то, что можно, приобрести. То есть если ты лучше себя знаешь, да, то есть где твои сильные стороны, какие у тебя компетенции, если ты объективно себя оцениваешь, да, где твои, возможно, слабые стороны и как ты с этими слабыми сторонами научился справляться. То есть вот эта осознанность о том, о своих каких-то сильных, слабых сторонах, что ты можешь привнести объективно, э, это очень большой плюс, и это добавляет уверенности в себе. И вторая вещь — это вот стратегический подход, да, как я уже говорила. То есть смотреть, что ты хочешь в долгосрочной перспективе. И, а, вот эти вот, то, что ты делаешь, да, на ежедневной основе, чтобы это шло, да, в каком-то направлении. То есть проекты, которые ты выбираешь, а, люди, с которыми ты знакомишься, мероприятия, в которых ты участвуешь, чтобы, да, вот это вот, как мы говорили, да, про сеть контактов, про коммуникации. То есть, если ты будешь рассказывать про то, что ты хочешь людям, которые потенциально тебе могут это дать, у тебя гораздо больше шансов это получить, чем если ты будешь об этом рассказывать каким-то совершенно левым людям, да, скажем так. Поэтому вот это вот построение сети контактов, стратегическое, а, это важно тоже. То есть я бы вот как-то вот эти вот 3 основные вещи выделила, да, то есть вот Я это. Да, я с Мгм. тобой абсолютно согласна. Изначально я считаю, ну, даже не в рамках этого вопроса, а даже если его немножко сделать шире, не Мгм. просто для домика у моря, а в целом, чтобы Мгм. выстраивать карьеру, как часть жизни, чтобы не относиться к этой карьере как к работе, а жить внутри Мгм. всего этого процесса, то в первую очередь нужно изучать себя. Собственно говоря, чем и я, и ты на своих консультациях занимаемся самоопределением, изучением, исследованиями самого человека. Моя любимая фраза: чтобы знать там тот же английский язык, его нужно изучать. Чтобы М. знать и понимать себя, себя нужно изучать. Для изначально Мгм. вообще, чтобы понять, а куда себя как элемент можно встроить. То есть, да, понимать, Мгм. повторюсь тебе, продублирую тебя, свои Мгм. сильные качества, свои какие-то дефициты, может быть, точки роста, понимать, Мгм. как сильные качества ты можешь максимально использовать, чтобы сэкономить время. Нужно ли тратить время и на дефициты? Может быть, они тебе и не Мгм. мешают. У всех у нас есть какие-то минусы и Мгм. слабые стороны, да, Мгм. но вот они же нам, если мы двигаемся по Мгм. карьере.
Далее, очень важный, мне кажется, нюанс. Я часто в последнее время сталкиваюсь с тем, что люди отсутствует фокусировка. Вот, да, какая-то фокусировка на этой карьерной цели. То есть, опять же, и Мгм. ты на своих консультациях, и я, что мы делаем там? У меня это четвертое, не знаю, по Мгм. плану. Мгм. Мы выстраиваем карьерную цель, да, мы фокусируем Мгм. человека на том, а что же ты хочешь-то в рамках своего движения. И самый важный элемент– это, конечно же, отсутствие страха, то есть некая смелость вообще двигаться и подключать Мгм. те ресурсы, и нетворкинг, и, не знаю, там какие-то обучения, может быть, которые максимально встраиваются в твой карьерный сценарий, то есть помогают тебе по этому сценарию, ну, как-то по этой дорожке двигаться к твоей карьерной мечте. Мгм. Ну, а Мгм. если, опять Мгм. же, мечта– это часть жизни, то и по жизни получается, что двигаешься. Мгм. Такая Мгм. метафора получается дороги. Смотри, у нас Мгм. есть такой вопрос. Поиск своего дела, есть идея, но не знаю, как начать. Мгм. Есть идея, не знаю, как начать. Ну, это, наверное, про Мгм. смелость, опять же, да? А смелость Мгм. откуда возьмется? А смелость возьмется оттуда, вернее, смелость можно вытащить, даже искусственно, от понятного плана, карьерный Мгм. план. Да? У тебя тоже Мгм. есть в конце консультации? Да. Мгм. Расскажи, Да, да. да, расскажи, пожалуйста, Ну, как. вот у меня вот эта вот часть, как сказать, как ты говоришь, да, карьерный план, потому что здесь 2 аспекта. Первый — это надо пробовать. Мгм. И пробовать не так, что вот: "Ой, все, короче, у меня есть идея". И у многих в голове, если мне там делать свое дело или там еще что-то там такое, менять карьеру, то мне надо уволиться с работы и все кардинально поменять. Вот Да. вообще не факт. И, скорее всего, не стоит этого делать. То есть вопрос, да, как это есть, IT-проектах такая история, как, прототип. То есть до того, как реально там большую машину строить, там ты вот эту вот маленькую машинку строишь и смотришь, как она вообще ездит, да, то есть как перед тем, как много времени, денег, ресурсов на это затрачивать. И вот это же, да, вот если говорить про смену карьеры, то есть мы всегда работаем с тем, чтобы как я могу попробовать. То есть до того, как реально вот все там фишки ставить вот на это поле, да, то есть как я могу попробовать, чтобы понять, что мне это нравится реально, у меня это получается реально, в этом есть деньги. И вторая история — это вот то, что ты говорила, да, карьерный план. То есть это нужно осознавать, что чтобы мне вот поменять эту карьеру осознанно, мне, то есть потенциально я могу деньги начать зарабатывать там, не знаю, те, которые мне нужны, вот, не знаю, через год, да. То есть как я буду жить в этот год, на какие деньги, да. Ну, То тоже все в есть плане можно прописать, это можно да, да. спланировать. То есть это нужно, как ты говоришь, да, спланировать. Не то чтобы у меня нет денег, поэтому этого не получится, а я хочу это сделать, где я могу достать на эти на это деньги. То есть это другой другой немного взгляд, да. И вот это помогает со страхами справляться, потому что когда ты понимаешь как, да, когда ты на это смотришь как на цель, а не как на барьер, то это тебе энергии дает и помогает со страхами справляться. Да, согласна, абсолютно. Страх откуда он берется? От неизвестности, да? Почему страшно? Или, ну, как вопрос у нас звучит? Есть идея, не знаю, как начать. Почему не знаю, как начать, или почему боюсь начать? Потому что непонятно. А когда есть план с четкими шагами, с прописанными ресурсами, которые ты подтянешь, с прописанными действиями, то как-то уже и не так и страшно становится. Все максимально понятно. Мгм. И знаешь, есть еще здесь одна тема, вот именно для этого вопроса есть идея, не знаю, как начать. Что важно и что помогает и вдохновляет, это разговаривать с людьми, которые уже там, то есть которые вот такую похожую идею уже воплотили, то есть просто с ними поговорить. И не с одним там человеком, а с несколькими, потому что они могут помочь понять, как, да, какие-то вот эти, как реально это сделать, и они помогут вот смелости набраться, да, вот это вдохновение, что реально хочу и реально сделаю. То есть это по-любому нужно делать, да, говорить с теми людьми, кто уже это сделал, кто уже там, да, опять страх интроверта. Вот интроверты, мне кажется, немножко Тут сложно. знаешь, какой сижу, думаю, есть риск. Я заметила, что люди свои успехи очень часто обесценивают и М, фокусируются на том, что у них не получилось. Не сталкивалась ты мгм, с этим? То есть смотри, если они уже там, то есть это же, ну, для меня, например, начинающего в этой области, это успех, а человек мгм, уже там.
и он весь свой предыдущий путь может так или иначе как-то, ну, не знаю, недооценивать или обесценивать, Мгм. да. Тут вот это тоже надо учитывать, то есть задавать правильные вопросы. Как, Мгм. там, не знаю, каким образом, кто помог, Ну вплоть до да. того, там, может быть, Мгм. кто мотивировал, как ну, какие-то такие Да, важные да, моменты, да. это нужно учить. И есть еще такая тема, что, возможно, стоит говорить не с тем, кто на 10 шагов впереди тебя, а с тем, кто типа на 2 шажочка впереди тебя. Свеженькая еще, да, вся эта Да, да, информация? да. Свежая. Мгм. Да, смотри, у нас следующий вопрос. Как диагностировать у себя причины неуспеха в карьере? Коммуникация, профессиональные, личные. Как Мгм. диагностировать у себя причины? Мне кажется, самое Мгм. простое — прийти к карьерному консультанту, коучу. Да, да. Но на самом деле, даже если не приходить, ну, то есть, да, как я согласна, надо приходить, но вопрос, мне кажется, в системном, то есть посмотреть, знаете, вот есть такой типа взгляд с вертолета, да, на землю. То есть, то есть посмотреть на всю картинку, на все, что произошло, как на систему. То есть там на все и таланты, вот эти вот сильные стороны, что получилось, что не получилось, чего хочется, самосаботаж и так далее. Посмотреть на это все как на картинку, взаимосвязанную, большую картинку, и тогда становится понятно, где, почему не получается, что, да, не сошлось. То есть вот эта вот история, мне кажется, посмотреть, все вытащить на стол, чтобы разобраться и посмотреть там, что не так и как это можно пересобрать. Это важно. И мне кажется, вот еще второй пункт — это обратная связь. И обратная связь — это тоже важно. То есть часто мы как-то, может, не хотим, боимся, не любим, когда нам говорят что-то, что мы не так делаем там или неправильно. Но на самом деле это реально то, что помогает расти. Какая-то объективная обратная связь. Не то, что ты придурок, да, там и так далее. Бывают у нас некоторые такие руководители, которые до сих пор вот такую обратную связь говорят. То есть какая-то объективная действительно обратная связь. В чем А, конкретно я придурок? Да, Объясни. почему? Почему? То есть, да, то есть вот эта вот обратная связь — это важно. Да, Мгм. ну знаю, я с тобой согласна. Но опять же, ведь согласна ли ты со мной, что Мгм. рефлексировать умеют не все? Это тоже навык. Да, 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 да. Поэтому ответом на этот вопрос, как диагностировать у себя причины неуспеха в карьере, ну, ответа может быть два, да, либо это с кем-то поговорить об этом, либо, Мгм. если у тебя есть навык рефлексии, да, как ты сказала, достать все из себя, ну, вот буквально, может быть, Мгм. даже нарисовать или как-то ментально разложить Мгм. и попытаться эту цепочку системную просто Да, да. вытащить, достать. Я согласна с тобой про этот навык рефлексии, что он не у всех есть. И на самом деле вот коучинг — это те инструменты, которые проверены, да, уже там на, не знаю, сотнях, тысячах людей, которые работают, и которые вот этот процесс рефлексии, они его укорачивают. То есть, Мгм. скорее всего, вы тоже когда-нибудь к этому придете, да, особенно да, через 10 лет, не знаю. А, Безусловно, да. да, что там можно прийти, там, например, через месяц или 1,5 месяца работы, используя инструменты, которые уже проверены. Да, совершенно с тобой согласна. В общем-то, это целая профессия, которой мы Мгм. много-много лет посвятили, да, и много практики, Мгм. кейсов наработали. У нас есть очень нестандартный вопрос. Что-то Я не знаю, попробуем. как его встроить в карьерную тематику, но давай попробуем. Как встретить мужчину мечты? Вот такой вопрос у нас прозвучал в рамках карьерной темы, Марина. Ну, да, смотри, я могу начать. У меня, наверное, есть Давай, 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 начни. ведь есть, женщины, ну, давай будем честны, есть женщины, которые к замужеству относятся как к альтернативе карьеры, да, то есть это некая ведь, Ну да. к роли супруги тоже можно отнестись как к профессии, ведь там очень большой подтекст, это очень большой пласт работы на самом деле, начиная с Да, согласна. домашних дел, воспитания детей, уход за собой, не знаю, за мужем. Это же создание уюта в доме — это все огромный пласт работы. Поэтому вопрос, как встретить мужчину мечты, чтобы отнестись к нему как карьере. Как ты думаешь, можно ли такой план, карьерный нарисовать?
Ну, я, честно говоря, то есть это я сейчас говорю как я, как Да. Марина, потому что бывают разные ситуации, разные люди и разные моменты. Но мне кажется, делать вот замужество как карьерный план, мне кажется, это рискованно, потому что, вы делаете ставки на то, что зависит не только от вас. Потому что карьера, она все-таки, то есть я какие-то там знания, навыки приобретаю, карьерный опыт, это мой опыт, у меня этого никто там не заберет, да, скажем так. И я могу их как-то применять, ими управлять и так далее. А если ставка 100% на замужество, то я вижу это как риск, потому что ты какое-то вот свое материальное и там будущее благополучие оно зависит от другого человека, да, фактически. То есть ты его забираешь у себя и на 100% там передаешь кому-то. То есть для меня это было бы некомфортно, например. Для меня я это вижу как риск. То есть там, я считаю, что отношения это очень важно и для там счастья, да, в жизни, и для какого-то ресурсного состояния, для реализации, для всего. То есть это очень важная часть и история, да. Но я бы вот именно, а, ка ка видеть это как карьерную стратегию, для меня это рискованно. Мое мнение с твоим совпадает, но мы же знаем правила safety first, да, и предотвращать риски тоже можно, собственно, если мы понимаем, Мгм. что они есть. Мне кажется, что здесь нужно максимально подключать силу диалогов. И если такая стратегия у женщины, допустим, присутствует, и супруг ее потенциальный там, или уже имеющийся с этим согласен, то здесь нужно обязательно риски предотвратить, потому что разные ситуации, давай тоже, да, будем честны, Мгм. бывают в Мгм. жизни, и планируемые, и непланируемые. Здесь нужно с супругом проговорить вот эти риски возможные, ну, то есть проговорить объем работы, который она выполняет, что ей за это, грубо говоря, получается в финансовом плане. Может быть Мгм. какой-то пассивный доход, может быть какой-то открытый счет. Обязательно подписанный брачный контракт на эту тему, потому что устные договоренности не работают, да, это все эти, это карьера. Мы же заключаем Мгм. трудовой договор с работодателем. Собственно Мгм. говоря, об этом можно, я считаю, даже нужно открыто говорить, потому что есть мужчины, которые с Мгм. этим согласны, которые, ну, им Мгм. и женщинам комфортно, и мужчинам хорошо, что дома всё Мгм. чисто, Мгм. уютно и, Да. пахнет, да, пирогами. Вот, поэтому как вариант. Да, я согласна, что об этом нужно говорить, потому что как это часто получается, что это какая-то такая непроговоренная тема, и какие-то это там проскальзывает в каких-то там, не знаю, постоянно каким-то фоном, да, там вот, ты тут за мой счет живешь, вот это вот какая-нибудь история, да, я такое много раз слышала, Мгм. и мне кажется, вот этого стоит, да, как ты говоришь, избегать, проговаривать, что это как, да, объективно на это смотреть, чтобы это для обеих сторон было комфортно, а не так, что там, девушка решила, что это моя карьера, молодой человек-то так не решил вообще, и для него это да. Да. М, То есть в таким данном вопросе, в данном карьерном плане, главным Мгм, ресурсом я бы выделила все таки коммуникабельность, мгм, и, навык ведения переговоров. мгм, Вот. мгм. Ну и как раз вот прямота, да, как вот мы говорили про латиносов. Российская наша. И не надо делать как латиносы, надо Надо говорить прямо, все правильно. Мгм, Так, на вопрос, как же встретить мужчину мечты, мы, конечно, с тобой не ответили, да, но мы разложили, мне кажется, данный вопрос максимально в карьерном контексте. мгм, Надеюсь, мгм. это поможет нашим подписчицам разобраться с вопросом. Ну, либо на индивидуальных консультациях можем продолжить разговор. Как найти профессию мечты, мы уже обсудили. Да, вот такие два похожих вопроса. Важно ли резюме для поиска работы и нужно ли готовиться к собеседованию? Мгм. Однозначно, да. И то, и Ответ другое. на оба вопроса, конечно. Но вот тоже, это, кажется, ты же об этом говорила, да, про то, что нужно, и резюме, и подготовка к собеседованию. Очень важный шаг, который многие почему-то игнорируют или пропускают- это изучить работодателя.
что ему нужно, что он хочет, какие проблемы он хочет, чтобы вы решили, и пользу какую принесли. И на основе этого, того, что нужно работодателю, того, что у него болит, свое резюме править и свой опыт подчеркивать в резюме, именно тот, который нужен работодателю, а не тот, который вы считаете, что он прикольный и надо его там, не знаю. И также подготовка к резюме. В чем ваша полезность то есть ваше резюме и да, то, что вы скажете на интервью, должно рассказывать о вашей полезности именно для этого работодателя, для этой позиции, и показывать примеры, да, не только чтобы это было голословно, а почему, да, это полезность. И причем еще и словами, которые этот работодатель хочет услышать, Мгм. да, потому что резюме часто, особенно сейчас, машина, да, по словам выбирает решает, насколько ваше резюме подходит или нет, поэтому вот эти слова, чтобы они были такими же, да, подходящими. Мгм. Это важно. Вот, что ты думаешь, Кристин, Я что это? думаю, да, безусловно, да и да, важно резюме, да, нужно ли готовиться к собеседованию, два, да, бывает, что либо одно, либо другое, ну, имеет, скажем так, большую ценность, да, расскажу, интересный был у меня случай в практике, не буду называть компанию крупную, устраивался в нее мой клиент, и он по своим компетенциям, по образованию, ну, вот по навыкам из резюме, он, ну, вот, мягко говоря, вообще туда не подходил, но ему было надо. Мгм. Задача, цель есть, большое желание есть. Соответственно, что мы делаем? Мы начинаем изучать саму компанию и его непосредственного руководителя, с которым у него будет собеседование. И выясняем, что руководитель непосредственно увлекается конным спортом. И клиент мой увлекается конным спортом. И это была наша ставка в его резюме. То есть мы сделали ставку на это его, вот уже, знаешь, в подвале резюме, вот этот блок интересы, хобби. И там первой строчкой было прописано, что увлекаюсь конным спортом. И только благодаря этому нюансу его взяли на вакансию, потому что работодатель озвучил, что наконец-то можно Мгм. будет с кем-то Мгм. об этом поговорить. Мы часто Мгм. забываем, что ваши клиенты, уважаемые, да, подписчики, что работодатели это просто тоже живые люди. У них тоже есть Мгм. эмоции, у них есть какие-то интересы, они по-человечески хотят с кем-то общаться. То есть, соответственно, собрав профиль руководителя, миссии культурного кода компании самой, даже вплоть до дресс-кода. Да? Например, на сайтах крупных компаний висят фотографии сотрудников, и по этим фотографиям можно понять, какой в компании дресс-код. Это может быть casual, это может быть деловой стиль. И идешь ты на собеседование конкретно в этом стиле, чем, собственно говоря, уже сливаешься с сотрудниками этой компании. То есть все это такие вот нюансы, тонкости, которые мы как раз, да, и Марина, и я на своих консультациях, мы проговариваем с клиентами. Часто люди сами об этом не думают, да, что на это можно обратить внимание, но вот тем не менее. Поэтому и резюме с какими-то, да, вот ключевыми моментами, и подготовка к собеседованию, где мы можем проговаривать, например, часто там встречающиеся вопросы, или мы вместе изучаем не знаю, там, культурный код, миссию Мгм. компании, например, да, отвечаем на какие-то вопросы, которые могут задать на собеседовании, это тоже все очень-очень важно. Это тренировка, это максимальное расслабление, человек перестает нервничать, да, переживать, потому что уже готов к этому этапу, Готов. Мгм. да, готов. И Мгм. это, естественно, увеличивает шансы на трудоустройство, как ни крути. Мгм. Мгм. Как Согласна абсолютно. Такой есть вопрос. Ой, мне прям так нравится формулировка. Последний, Марина. Выбор дела, Мгм. чтобы жить, или выбор жизни, в которой не придется работать ни дня? Вот я тоже. Вот это любимая фраза. Ну, знаешь, интересно, у меня изначально, когда я начинала карьерную практику, у меня проект назывался Dream Job Project. Мгм. Типа работа мечты как проект, да, фактически, если так перевести на русский язык. И интересно, что вот люди видят часто работу мечты как какую-то, типа, ну вот как, знаешь, история про Золушку,
что вот я найду себе принца, вот того единственного, одного идеального, там, не знаю, мужчину, да, там, как найти мужчину мечты, да, тоже был вопрос. И все, короче, все мои проблемы разрешатся, и там я буду счастлив, и я там вот эта вот вся история, да. То есть это очень часто, есть вот какой-то такой, не знаю, видение работы мечты, как чего-то очень идеализированного. И я могу сказать, что, ну, это редко очень встречается, да. И очень часто, работа, она не на 100% а удовлетворяет там все наши желания, таланты и так далее. То есть с чем-то нужно смиряться, да. Но для того, чтобы понять, что очень важно, что вдохновляет и что, это вот про самопознание, да, мы опять вот, чтобы знать себя, то есть что действительно важно, что вдохновляет. А Если ты это понимаешь, и если ты понимаешь, с чем ты можешь смириться, то есть чем ты готов пожертвовать ради того, чтобы вот эта вот вдохновляющая часть, она присутствовала, то тебе проще, гораздо проще найти, понять, что же это вот, да, вот какая-то вот работа, которая тебе может помочь реализовываться. И ты, да, все равно будут какие-то вещи, которые тебе будут не нравиться, которыми ты будешь жертвовать, но для тебя это окей, это твой осознанный выбор. И часто такое бывает, что вот сейчас вот эта работа мечты, а через там 5 лет ты из нее вырос, ты понимаешь, что там за поворотом уже появилась какая-то новая. И то есть это не одна единственная, да, на всю жизнь, идеальная работа мечты, а это что-то, что развивается, потому что мы тоже развиваемся, мир развивается, экономика развивается, новые профессии появляются. Поэтому я бы сказала, что, вот эта вот работа, как самореализация, да, вот как не работать, так как там было сказано, то, что ты не будешь работать ни один день, это скорее отношение твое к работе, да, то есть это то, что ты выбираешь как свою работу. Это вот постоянное какое-то желание развития, поиск, понимание себя, что ты себя слышишь, что ты пытаешься улучшить свое текущее там положение, и то есть это скорее твой подход к работе, который тебе вот это удовлетворение, самореализацию приносит, чем какая-то одна единственная работа, которую вот ты найдешь на всю жизнь, да, и будет тебе счастье, и все. И умерли они в один день, и жили счастливы. Вот. Я То есть. согласна с тобой абсолютно. Я Мгм. тоже за жизнь. Я за жизнь, в которой не Мгм. придется работать ни дня, да, потому что вообще к любой карьере, как я уже сегодня говорила, можно отнестись как к части жизни. И, Мгм. соответственно, вот, например, обучение каким-то навыкам новым, ты не будешь к ним относиться как, ой, какая-то учеба для того, чтобы вот на работе требовать. Нет, ты будешь к этому относиться как к развитию своей личности. Да, Мгм. соответственно, ты живешь, растешь, развиваешься, получаешь новый опыт или не новый, опыт Мгм. получаешь какой-то. Ты встречаешь разных людей. Это вообще не про работу, это про жизнь Мгм. получается. Мгм. Да? Согласна ты со Мгм. мной, что это про Мгм. жизнь? Я с тобой согласна, что нельзя выделять работу как какую-то отдельную историю, то есть это все часть, или там мужа как какую-то отдельную историю, да, то есть Да. это все одна. Это все про тебя, это все про тебя, и все везде должно быть комфортно. Не должно быть, по идее, никаких прямо жутких напряжений, да. У меня, была когда-то мысль такая, я где-то даже в соцсетях писала, столько критики поймала, что если не получается легко, ну, достаточно, да, для тебя, для твоей психики, не знаю, там, для твоего уровня подготовки, если не получается вот прям как-то легко войти, возможно, это не твое. Остановись и подумай. Может быть, тебе туда не надо? Вау, там столько было комментариев, что в смысле не надо, нас с детства учили, надо напрягаться, нужно работать. Вот, это возвращаясь к латиносам, да, как я говорила, то есть у нас в менталитете мы привыкли терпеть Терпеть. и до конца там, да, а можно по-другому, можно просто наслаждаться там в радости и так далее. Это Мгм. объясняя, например, знаешь, на примере девятиклассника или одиннадцатиклассника, которые у нас сдают экзамены при выпуске из школы, и, допустим, спрашиваю, какие дисциплины будешь сдавать? И он говорит: "У меня хорошо получается, услышь меня, да, русский, Мгм. английский, литература,
Но Мгм. сдавать я буду физику, математику и, например, там информатику, что-то совершенно, потому что это сейчас, не знаю, перспективно. Да, и вот приходится очень долго говорить о том, что, а может быть, смотри, начать-то можно из того, что у тебя и так хорошо получается, но если ты Мгм. все-таки считаешь, что эти харды тебе будут нужны, их можно будет добрать параллельно, да, или позже, но начать Мгм. проще, в общем, да, такая история. Мгм. Ну, знаешь, я тоже ну, то есть ко мне часто приходят достаточно высокого уровня руководители, и часто мотивация у них, она денежная абсолютно. То есть тут вопрос даже не в том, да, там, где и очень сложно иногда с ним бывает, потому что спрашиваешь: "А что тебе нравится? Чего ты хочешь?" И ответ: "Ты мне скажи, чё больше денег приносит". И вот эта вот история. И я не могу сказать, что это неправильно, да, то есть это вопрос ценностей. То есть насколько, да, вот опять то, что я говорила, одна история, что тебя там вдохновляет, а другая история, чем ты готов пожертвовать ради этого. То есть если тебя там вдохновляют какая-то история там про деньги, там еще про что-то, просто реально там на своей карточке видеть кучу там, я не знаю, денег, а, и ты готов пожертвовать ради этого какой-то там миссии самореализации, то окей. Но вопрос в том, что ты делаешь это осознанно, и что это ты, который этого хочет, а это не какие-то там твои вот эти проблемы психологические, не знаю, Мгм. общество, родители, навязанные и так далее. То есть если это реально осознанный выбор, ну, то окей. Это опять же вот, ну, ты это осознанный выбор, ты идешь этим путем. То есть мне кажется, здесь вот вопрос в том, чтобы это решение было твоим. И ты жил там свою жизнь, да, а не чью-то, и не просто терпел и страдал, просто потому что тебе страшно что-то сделать по-другому. Да, абсолютно с тобой согласна. Мгм. Марина, спасибо тебе огромное за это интервью. Безумно интересно, продвигающее. Да, Мгм. мы с тобой Мгм. второй раз всего встречаемся, но смотри, как Мгм. Мгм. Да, таков мне Эффективно. тоже очень понравилось. Спасибо тебе за это интервью. Очень интересный диалог, очень интересно, да, что, знаешь, в других странах с разной публикой, там, с разным опытом, а что, в общем-то, точки зрения, да, они достаточно похожи, то есть одинаковые вещи, да, думаем, говорим. Моменты, техники, абсолютно. Все тот же карьерный план, только на разных языках Мгм. написан, да, шаги тоже Да. как-то примерно одни и те же. Спасибо Мгм. тебе еще раз большое. До новых встреч, надеюсь, еще встретимся, Мгм. увидимся. Спасибо. Пока-пока.